У меня были лучшие учителя. Ко мне приходит осознание, что я что-то не то делаю. Надо чем-то жертвовать. Тюрьма не может позитивно повлиять на человека. Кто будет следующим президентом Республики Беларусь? Слушай, ну каверзный вопрос. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Гарбус, я активистка «Стороны для жизни», и сегодня мы откровенно говорим со Светланой Тихановской. Здравствуйте, Светлана. Здравствуй, Марина. Светлана, вначале хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время на нас, то, что вы к нам приехали. Мы все знаем, какой у вас плотный график. И отсюда будет мой первый вопрос. Как вы все успеваете? Как вам удается совмещать любящую мать, лидера протеста и, в принципе, везде все успевать? Ну так секрет в том, что ничего не успеваю. Недостаточно внимания детям, недостаточно заботы о себе, все силы уходят на борьбу, на работу, но это то, что я должна делать здесь и сейчас. А дети меня простят, мой организм меня простит, надеюсь, и потому что надо расставлять сейчас приоритеты. И как дети это переносят? Они вот прям сразу все понимают, что мама не может принадлежать только им, но еще кому-то? Ну, слушайте, ну не жалуются. Иногда, конечно, мне больно от того, что я не могу им достаточно внимания уделять, столько внимания, сколько уделяла все предыдущие годы. Иногда приходишь домой, а у тебя срочный зум с кем-то, и ты просто даешь им телефоны в руки, себя виня за это, но по-другому никак, чтобы провести онлайн-встречу. Вот. Но надо чем-то жертвовать. И это на данный момент это внимание детей. Ну, по-другому никак пока. Я знаю, что ваш сын Корней начал увлекаться историей. Он изучает революцию других стран, войн. Почему он это делает и как давно он это делает? Ну, я не думаю, на самом деле, что это связано с ситуацией с Беларусью. Такой возраст, наверное, что увлекся географией, историей. У него учитель в школе, наверное, этому поспособствовал. Вот. Ну, хорошее увлечение. Вам нравится? Ну, конечно, даже если он сидит за компьютером, то он не смотрит какие-то дурацкие ролики, а смотрит исторические факты, события. А вы обсуждаете с ним ситуацию в Беларуси и именно про то, где его отец? Ну, конечно, он знает, где Сергей. Мы это не прорабатывали. Он следил в свое время за всеми передвижениями Сергея, то есть он понимал, что папа делает, что это опасно в условиях режима, но он им очень гордится. И сейчас он понимает, он осознает, что такое тюрьма. И я ему рассказывала, что это такое, но самое главное, что я до него доношу, что папа герой, и по-другому быть не может. И дочка, конечно, она не понимает, она знает, что он в тюрьме, но что такое тюрьма, это город, страна или место, пока у нее не вложено такое понятие в голову, поэтому у нее детство. И я стараюсь, чтобы у сына старшего тоже было детство. Мы очень часто смотрим видеоролики с Сергеем, потому что, к сожалению, особенно у младших деток очень может быстро стереться образ человека, и чтобы Агния помнила, она постоянно рисует нас четверых, семью, вот, то есть папа, 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 да. Я знаю, что у вас дома даже есть такая стена рисунков, там, где все вы. Вот сейчас отправила очередные рисунки Сергею. Я знаю, что прошлые рисунки ему не отдали, именно от дочки. Может, они там какой-то скрытый смысл или послание ищут в цветочках. Вот. Но сейчас еще одно отправила, надеюсь, что дойдет. Я знаю, что Сергей очень скучает по детям, он постоянно спрашивает, как, что, дает наставления сыну, чтобы, значит, 15 раз в день отжимался, пресс качал, чтобы обязательно ходил на курсы программирования, английский изучал, ну вот, и как-то Корней прислушивается. Если его бывает такое, что приходится уговаривать, так, это папа сказал, ну давай. Авторитет, конечно, да, сохранен. Да, знаете, я когда общалась с вашей дочкой Агнией, у меня сложилось впечатление, что она такая девочка, которая вот она знает, чего она хочет, и она обязательно добьется этого. В кого это? В маму или в папу? Это в папу. Папа у нас сильный, папа у нас авторитетный и целеустремленный, и она такая же. Но дети же скучают по отцу. Конечно, скучают.
Я думаю, что старший сын, он уже немножко эмоций все-таки в себе держит. Он уже такой подросток, 11 лет, а дочка так часто, ну где же папа, когда папа приедет, и я скучаю, и давай папу нарисуем, и давай папу посмотрим. То есть на своем уровне, конечно, видно, что она очень переживает. И оно так и должно быть. Было бы странно, если было бы по-другому. Да, конечно, это очень больно. И знаете, мне еще Корней рассказывал о том, что он с удовольствием вспоминает те моменты, когда вы ездили вместе на море, как вы отдыхали как раз-таки вот вместе с мамой, с папой. И у вас будет отпуск? Вы знаете, мне Сергей передал, что я обязательно должна свозить детей на море, отдохнуть, но, возможно, я отправлю детей, но сама без Сергея никуда не поеду. Я ему так и передала, я знаю, что он будет ругаться, но я так не могу. Только с ним, только вместе на море. Светлана, а за последний год вы встречались с очень многими политиками. А кто из них запомнился вам больше всего? Может быть, чем-то удивил, вот, задел? Наверное, запомнились больше всего первые. Я помню свой первый звонок от канадского политика Шампаня. Это по приезду в Вильнюсу. Он мне через пару дней, я там не знаю, как это все работало, позвонил, чтобы поддержать меня. И тогда это был вот первый контакт с другими странами. Я поняла, что люди тоже переживают за нас. Потом были встречи с некоторыми литовскими политиками, но, если честно, я тогда вообще слабо понимала, кто такой министр чего, то есть очень много лиц, очень много событий. Ну, наверное, Макрон был из таких первых впечатлений, ну, потому что президент Франции и госпожа Меркель. Ну, а потом, понимаешь, каждая встреча тебе что-то дает. Я говорю, что у меня было очень мало времени изучить, что такое политика, но у меня были лучшие учителя, и есть лучшие учителя. Это президенты, это премьер-министры. Вот поэтому я стараюсь от каждого что-то взять, наблюдаю за ними, как они ведут разговор, как общаются. Ну, вот это все обучение, и учиться еще много чему. А с кем, может быть, у вас есть такая прямо дружественная связь сложилась, что вот в какой-то момент вы можете взять кому-то, позвонить, спросить совет? Да, наверное, много с кем. Много с кем. И, ну, в частности, из последних это Джулия Фишер на связи постоянно. Я думаю, что, вы знаете, если надо, кому угодно позвонить и пообщаться. Ну, у нас так сложилось, что у нас разговоры не высокополитические какие-то, да, а именно человеческие чаще всего получались. Они о политике, но по-человечески. И поэтому так сложилось впечатление, что я не среди политиков, а среди друзей. И оно так и остается. И, конечно, когда встреча официальная, на официальном уровне, то все-таки ты должен себя вот в рамках официальности вот этой вот держать, даже если ты там за день до этого просто болтала по телефону с этим политиком. Ну, это протоколы, все такое. Ну, это здорово, что есть много таких друзей. Ваш стилист Татьяна в интервью The Village Belarus рассказала ситуацию о том, что в какой-то момент во время командировки у вас было только одно платье, и оно не совсем подходило по дресс-коду, и вы были вынуждены пойти вот именно в нем. И тогда российская, так называемая, пропаганда обратила на это внимание и насмехалась. Как вы переносите такие моменты, когда что-то идет не по плану, не так, как вы запланировали? Ну, навряд ли ситуацию с платьем можно назвать запланированной или не запланированной. Когда у тебя одно платье, тут уже...
Ну, тут можно смотреть с разных точек зрения, потому что когда ты приезжаешь в рабочую командировку, и у тебя встреча за встречей, и если какая-то сдвигается, и ты понимаешь, что у тебя следующий план рушится, и ты подводишь людей, которые встреча с которыми идет после этой, ну вот это немножко напрягает, но очень все быстро выруливается, как-то все с пониманием относятся, ну если мы сейчас говорим о зарубежных поездках, потому что идти по плану, говоря о Беларуси, ну, не приходится. Но, в принципе, вы с пониманием относитесь, быстро берете себя в руки, и вот типа, все под контролем, все нормально? Я могу вспылить, но я очень быстро отходчивая. То есть я могу вспылить, но я, понимая ответственность, я быстренько соберусь там, к следующей встрече или к какому-то мероприятию и моментально могу не то что забыть, вот все, что там, да, если какая-то ситуация нестандартная случилась, я ее потом переживу, потом мы обсудим, почему так случилось, но я сделаю то, что от меня надо. Я сделаю то, что запланировано, даже если буря в душе. Хорошо. А были ли во время вашей командировки какие-то такие случаи смешные, добрые, вот прям что-то такое курьезное, что запомнилось? Знаете, была одна такая ситуация, никому ее не рассказывала, давайте вам расскажу. Не буду говорить имена конкретно, где это было. Мы были в Германии. И, значит, с момента, когда мы переезжаем с одного места в другое, мы быстро брифуемся, да, что кто это, что сделал, чтобы в памяти воссоздать. А поначалу, это уже потом, тоже все пришло с опытом. Значит, мы в Германии переезжаем с пункта А, с пункта Б и начинаем обсуждать почему-то Францию. Ну, просто, да, там что-то случилось, там, может, кто-то кому-то позвонил, я уже так и не вспомню. И я приезжаю на встречу в Германии и начинаю рассказывать, как мы встречались с Макроном. Ну, это такая вводная беседа, да, все равно ты должен подвести вот к такой small talk. Как нам, Франция, как отреагировала на репрессии, вот это все. И я понимаю, что ко мне приходит осознание, что я что-то не то делаю. Просто настолько вот были вот эти встречи жесткие, и смешалось все. И я потом плавно вырулила, а вот Германия, и вошла в русло, но я потом как-то переживала, смеялась, переживала, но все нормально. То есть мне наверное, на неопытность списали. Простили. Да, простили. Здорово. Хорошо, с командировками понятно. А вот офис. Как вы ведете себя на офисе? Как проходит ваш обычный рабочий день? Во сколько он начинается? Что вы делаете? Тоже день на день не приходится, но это чаще всего 9 утра. Я уже за рабочим столом. С утра дают информацию по последним новостям в Беларуси. Какая-то, может быть, планерка, обязательно несколько интервью в день зарубежным СМИ, белорусским СМИ, чтобы удерживать, если это зарубежно, чтобы Беларусь удерживать на повестке. И это какие-то обязательно каждый день зум-встреча с кем-то из Беларуси, медики, рабочие, студенты. То есть это запланировано в течение недели. Потом, если есть какие-то запланированные международные поездки, какая-то дискуссия по поездке, если это по событиям в Беларуси, значит, тоже встреча, например, с байполом. То есть день на день не приходится в зависимости от того, от событий именно в стране. Что-то, какие-то видеозаписи сделать. Вы сказали, что 9 утра вы на работе в офисе, и вам дают сводку новостей. А сами вы следите за какими-то там телеграм-каналами? Да, я слежу за телеграм-каналами, за некоторыми, и Инстаграм. Твиттер, Фейсбук, что там еще, это мне помогают. А вот в Инстаграме, если кто-то, кому-то важно по какой-то, не знаю, причине поговорить именно со мной, то я в Инстаграме отвечаю, просматриваю сообщения. Вот сегодня как раз сделали, мне написал мужчина, говорит, что вот мы поддерживаем, мы там тоже вот боремся, и спросил о реабилитации ребенка.
у них тоже какие-то проблемы со слухом у девочки, и я дала контакты логопеда своего. Ну, то есть такие вот тоже человеческие приходят. Читаю, кто-то ругается очень нехорошо, некрасиво, таких, конечно, блокирую, потому что читается, есть какой-то конструктив, потому что люди по-разному пишут, кто-то там обвиняет в чем-то, ну, понятно, что на такое отвечать не будешь, но если какая-то критика, она конструктивная, и ты понимаешь, что где-то можно что-то взять из этого сообщения, связываешься с человеком, что вы предлагаете, чем вы можете помочь, как вы можете посоветовать. То есть, ну, это не то, что раз тебя критикуют, значит, все. Нет, ты все-таки смотришь, какая подача сообщения. Есть люди культурные, ну, есть, конечно, бескультурщина. У вас очень большая команда, мы очень много видим и знаем тех людей, которые публичные. В какой-то такой определенный момент, вот решающий, чье слово для вас более значимо? Вот в момент каких-то принятия решений, кого вы больше прислушиваетесь? Если это внутренняя политика, то это Александр Добровольский. Если это международка, то Валерий Ковалевский. Но в целом у нас же и коммуникация, и работа с Беларусью. То есть мы все, если какой-то вопрос, требующий обсуждения, мы всех выслушиваем, обсуждаем, брейнштормим, а последнее слово за мной. Ваш муж мечтал построить страну для жизни. Мы все знаем, какая она для Сергея Тихановского, он много про это говорил. А какая она для вас, страна для жизни? Ну, учитывая, что я жена и мама, это страна, где медицина на очень высоком уровне, где я прихожу к врачу и понимаю, что у врача достойная зарплата, и он с вниманием отнесется к моему ребенку, где полностью изменена, ну, адаптирована, скажем так, учебная деятельность, чтобы все было для учителя и для детей, а не для написания бумажек, заполнения кучи журналов, где учитель может себя отдать учебному процессу. Это страна, где ты чувствуешь себя безопасно, и в какой-то необходимый момент ты обращаешься к милиционеру, понимая, что он тебе поможет, не ответит дубинкой. Это страна, где много возможностей для самореализации моих детей, молодого поколения, где ты можешь обучаться, не пытаться выехать в другие страны для обучения в высших учебных заведениях, а ты знаешь, что у тебя достойное высшее образование, конкурентоспособное в твоей стране, что с этим образованием ты будешь востребован не только в Беларуси, но и в других странах. Но ты хочешь остаться в Беларуси, потому что ты хочешь строить эту страну для жизни. Безопасность. Если тебе что-то не нравится, ты можешь критиковать. Если эта критика конструктивная, то, пожалуйста, и на нее обратят внимание, а не посадят тебя за это в тюрьму. Вот в этой стране для жизни какое место занимаете вы? Как вы себя в ней видите? Слушай, ну каверзный вопрос. Я достойный гражданин самой лучшей страны. А что уже, какой смысл вкладывать в это слово, это уже каждый решает сам. Ты должен быть полезен своей стране там, где ты есть. То, что ты делаешь, делай на совесть, будь то учитель, врач, строитель, не думая о том, как вынести кирпичи со стройки, потому что это дополнительный заработок. Да? Ты знаешь, что у тебя достойная зарплата, и твоя задача построить так дом, чтобы потом не лопались стены. Там, где ты ценен для общества. Да, это очень важно. Еще вопрос о вашем муже. Сейчас у Сергея проходят суды, проходит в СИЗО Гомеля в закрытом режиме. Как сам Сергей относится к этой вот ситуации? Как он себя чувствует? Как он реагирует на это?
Ну, с одной стороны, я понимаю, что он уже год там, больше года, и что, ну, это, наверное, невыносимо понимать, что ты теряешь время, ты теряешь здоровье, ты не свободен уже больше года, только потому, что ты ну, говорил правду, ты ничего не сделал противозаконного. Ты понимаешь, что ты там изнутри ничего сделать не можешь, ты бессилен, но как я была рада видеть хотя бы те несколько секунд с пропагандистского ТВ, когда я увидела, что он тот же Сергей, его манера разговаривать, вот это вот его красную кофту забрали, бандиты, вот это все такое, эти интонации родные. Я вот хоть за это им спасибо, что показали. Так настолько вот режим боится, что он опять зарядит вот своей энергетикой. Я так не умею, так мало кто умеет, как Сергей, понимаешь? И он бы, если бы суд был открытым, но режим этого так боится, то он бы мог даже из-за этих решеток вдохновить белорусов. Да, я тоже так считаю, именно поэтому его там и закрыли. Да. Он же весь этот год живет, находится в одиночке, то есть он один в камере. Ну, по-моему, с сентября, да. Как вы думаете, он изменился за этот год? Он как-то, может быть, озлобился, либо поменял свое мнение? Не, ну мнение он точно не поменял. Озлобился в сторону режима, я думаю, конечно, озлобился. Но как человек, слушай, ну, наверное, тюрьма не может позитивно повлиять на человека. И все равно там люди в информационном вакууме как минимум. И это все равно ну, оставляет раны в душе человека и, наверное, меняет сознание, я не знаю. Но увидев Сергея вот те 5 минут, я вижу его того же. Я не знаю, что у него происходит в душе. Мы, к сожалению, после того, как мы поняли, что об адвокатской тайне вообще речь идти не может, мы перестали чувствительные вещи передавать друг другу, потому что ну, Сергей вон там сидит, адвокат, и это надо кричать друг другу, и понятно, что это все слышат, поэтому ну, не поделишься чем-то личным. Да, мы помним все эти кадры, которые показывали, вот, там, где была адвоката Сергея. Безусловно, вы очень хотите встретиться со своим мужем и наверняка как-то проецировали эту встречу. Как она будет, как она пройдет? Ну, вариантов на самом деле может быть много. Я просто представляю тот момент, когда мы сможем уже вернуться в Беларусь. Я представляю сотни тысяч людей на улицах с шампанским. И люди выходят из тюрем, их, конечно же, встречают как героев. И это такой, вот это чувство праздника будет ошеломляющее просто среди белорусов. Ну, может быть, это будет как-то тихо, спокойно, по одному будут людей выпускать. Ну, я представляю себе праздник для всей Беларуси, когда заключенные выйдут. Светлана, и у меня последний вопрос на сегодня. Кто будет следующим президентом Республики Беларусь? Я не знаю конкретно, кто будет баллотироваться в президенты, но я уверена, что это будет достойный человек, потому что после стольки лет режима белорусы уже будут более требовательно относиться к будущему президенту. Спасибо вам большое за это интересное интервью. Я вас очень сильно благодарю. И, может быть, вы что-то хотите сказать нашим подписчикам? Ну, конечно, для подписчиков «Страны для жизни» я хочу напомнить слова Сергея. Помните, что только вместе мы сможем построить страну для жизни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отправляйте это видео тем, кому оно будет интересно, чтобы как можно больше людей узнало о Светлане Тихановской. Живи Беларусь!